Для того, чтобы играть ритмично, я использую вот такую штуку. Она называется метроном. Она может быть у вас с программой в телефоне, неважно. Она заставляет меня держаться в одном темпе и в одном ритме. Не дает мне ускоряться и замедляться между промежутками взятия нот. Это очень важный момент, потому что когда вы будете играть с кем-то или с чем-то, с минусовкой или с живым составом, все будут ориентироваться на вот этот вот самый метр. Учтите этот момент и старайтесь с самого начала заниматься с метрономом. Поэтому четвертое упражнение попробуем сыграть вместе с метрономом. Темп у нас будет 60, он равен секундной стрелке, которая бьет ровно 60 ударов в минуту. Поехали. Упражнение номер 5. Попробуем играть 3 верхние струны не одновременно, а последовательно, так называемое арпеджио. Хочу обратить внимание, я играю кончиками пальцев. Я не играю прям целой подушечкой. У кого есть ногти, может играть ногтями, чтобы получить более звонкий звук, похожий на игру медиатором. Теперь добавим к этому упражнению басовую струну. Попробуем. Постановку левой руки я хотел бы разделить на 3 момента. Момент первый – это большой палец, который осуществляет роль зажима с обратной стороны грифа. Также на нем может висеть кисть, и он может прижимать струны к самому грифу. Момент второй – это пальцы, которые прижимают струны к грифу. И момент третий – это также наш гусь вместе со своим яичком. А теперь посмотрите на мой большой палец. Он как бы ставит лайк этому видео. Он осуществляет противоположную нагрузку другим пальцем. Вот эти 4 пальца прижимают с лицевой стороны грифа, а большой палец прижимает с обратной стороны грифа. И вот это зажатие помогает нам взять с вами звук. Попробуем зажать 2 аккорда, которые мы сегодня пройдем. Первый аккорд – это до мажор, и второй аккорд – это соль септ, без баса. Для этого вешаем кисть на большой палец. Вот такие вот движения нехитрые у нас. Тот же самый гусь вращается, как и в правой руке. И дальше первым пальцем мы зажимаем вторую струну, первый лад. Получается нота до. Попробуем взять эту ноту еще раз. И еще раз. Дальше попробуем то же самое сделать на первой струне, первом ладу. Нота фа. Еще раз. Я зажимаю струну не ровно параллельно, а под наклоном. Палец смещен к краю лада. Именно первый палец. Остальные все пальцы ставятся посередине лада. Но первый палец смещается к краю. Для удобства, опять же. Попробуем само упражнение. Ставим темп на 60 и поехали играть четвертями. Какие проблемы могут возникнуть у вас при постановке этого аккорда? Естественно, это заглушенные другие струны. То есть, например, третья открытая будет у вас звучать. Вторая, которую вы прижимаете, также у вас будет звучать. А вот первая будет издаваться вот таким вот треском. Как это лечится? Вам нужно создать больший угол для указательного пальца. То есть, если вы повесили руку на большой палец и вот такие звуки у вас идут, то, соответственно, попробуйте палец большой теперь поставить на гриф, как я уже показывал ранее. Большой палец у меня находится сзади, уже не в таком положении, а вот в таком положении. Увеличиваем угол. Мы увеличиваем именно вот эту вот дырочку, именно рот гуся нашего.
для того, чтобы первая струна свободно звучала. Обратите на это внимание. Медиатор. Хочу рассказать о постановке правой руки при игре медиатором. Она точно такая же, как и при игре пальцами. Поэтому вспомним 3 момента. Наша точка 1, наша точка 2 и наше яичко у гуся во рту 3. То же самое. Разворачиваем руку. Указательный палец. Крайняя фаланга указательного пальца. Мы туда кладем медиатор. Большим пальцем прижимаем медиатор. Острие медиатора смотрит наружу. Здесь у нас вот между большим пальцем и указательным появляется окошечко. Медиатор не должен влезать слишком сильно, иначе он будет застревать в струнах. Будут вот такие вот штуки у вас постоянно возникать. Если медиатор будет упущен слишком глубоко, то вы будете лязгать и шваркать пальцами по струнам. А это шкрябание неинтересно. Поэтому медиатор я вынимаю на 2-3 мм от пальцев. И именно с таким углублением я играю. Попробуем просто провести рукой. От 6 струны к 1. Скользящие, гладящие движения. И еще один момент. Я не играю перпендикулярно струнам. Вот так вот. Потому что, опять же, медиатор будет ковыряться и задевать за эти струны. Я играю под небольшим наклоном, примерно 45 градусов. В идеале нам нужно научиться контролировать динамику сильных ударов, слабых ударов, громких и тихих. Послушаем. Для игры медиатором мы с вами уже сделали упражнение. Но так как мы изучили 2 аккорда, попробуем поиграть их. Начиная с 3 струны, будем играть вниз гладящими движениями с 3 струны до 1. Поехали. Обратите внимание на мою косточку, она смотрит наружу, она не смотрит внутрь. Ни в коем случае не старайтесь держать медиатор вот таким образом, иначе зажимается предплечье и зажимается плечо. И отсюда начинается стирка белья. Стирка белья нам не нужна. Итак, подведем итог сегодняшнего урока. Мы познакомились с устройством гитары, познакомились с постановкой правой руки, познакомились с постановкой левой руки, узнали, что такое медиатор и проиграли некоторые упражнения. А теперь домашнее задание. Упражнение на правую руку. Большой палец играет по всем басовым струнам. Играет приемами тиранда и апаянда. То же самое. Пальцы играют по высоким струнам, приемами апаянда и тиранда. Далее медиатор играет от 6 струны к 1. Гладящее движение. Учимся контролировать динамику. От 6 струны, далее от 5 струны, от 4 струны, от 3, от 2 и играем по 1 струне. То же самое с большим пальцем. Играем от 6 струны вниз, от 5, от 4, от 3, от 2 и от 1. Левая рука. Играть аккорд до мажор на 3 верхних струнах, арпеджио и одновременно. То же самое играть аккорд соль мажор, септ, арпеджио и одновременно.
Ну что, гитаристы, наш урок подошел к концу. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И еще один момент. Внизу в описании я оставил ссылочку на свою музыку, а также на песни, в записи которых я принимал участие. Если будет интересно, послушайте. До новых встреч. Пока.